Добро пожаловать на 19-й урок Python для новичков. В этом уроке мы рассмотрим, как обрабатывать исключения в Python при помощи конструкций try, except и finally. Рассмотрим общий синтаксис конструкций try, except и простые примеры обработки ошибок в ваших программах. При написании программ вы уже сталкивались с двумя типами ошибок. Первый тип ошибки — это синтаксические ошибки, которые нам встречались при нарушении синтаксиса языка программирования и которые мы с легкостью с вами побеждали за счет проставления недостающих скобок, двоеточий и тому подобного. При наличии таких ошибок программа не может быть скомпилирована, и давайте рассмотрим какой-нибудь пример, напишем супер чудесный код, который на самом деле у нас не супер чудесный и падает. Как вы видите, у нас возникла синтаксис error, и мы действительно с вами допустили большую ошибку при написании этой программы, когда мы делали проверку и составляли вот этот блок с условными операторами. Мы сделали недопустимое, мы забыли поставить двоеточие, и поэтому наша программа падала. Но если мы это делаем, то синтаксис error пропадает, и как бы все. Второй тип ошибок — это ошибки выполнения, они же runtime error, могут проявляться уже в скомпилированной программе, и еще их называют исключениями. Самое первое знакомство с исключениями у нас с вами произошло в уроке, где требовалось преобразование типов. И если мы вспомним что-то подобное, то это выглядело как-то вот так. То есть у нас с вами требовалось ввести с клавиатуры какое-то число. Мы его записывали в переменную str. Тут у нас, как вы помните, строковый тип получался. И его мы с вами преобразовывали в int, в целое число за счет вот такой вот конструкции int и вот этой всей балалайки. Вот. Но потом мы что-то с ними делали и решили его выводить. И в результате все, в принципе, замечательно. Давайте запустим нашу программу. На всякий случай сохраним, запустим нашу программу и убедимся, что у нас все, в принципе, хорошо. Как мы видим, программа отработала, скрипт не содержит синтаксических ошибок, спокойно компилируется. Если мы при запросе числа с вами, получается, выполним требования, то ничего плохого не случится. Но самое интересное наступает тогда, когда мы вводим с вами текст. И вы помните, это в том примере, когда я вам показывал в этом уроке, там такое тоже было, и вот я про это вам говорил, что если мы сейчас введем здесь текст, то мы получим то, что получим. При выполнении этого скрипта нам будет выброшено исключение value error. Как видите, вот. И почему это происходит? Потому что строка str не может быть преобразована в число. Чтобы быть готовым к такому повороту и избежать падения программы, мы должны обратиться к исключениям и за счет конструкции try except и избежать всей этой плохой ситуации. Давайте разберем синтаксис операторов try except, и чтобы понять, как это сделать наши программы более подкованные и более готовыми к нестандартным ситуациям. Что у нас представляет синтаксис? Синтаксис у нас представляет несколько блоков, некоторые обязательные, некоторые нет. Первый блок у нас это try. Этот блок у нас содержит наш чудесный код, который мы писали с особой заботой, а может быть даже и нет. Предполагаем, что в обрабатываемых в нем данных какие-то есть ошибки, и протекающие операции тоже могут вызвать ошибку, а может быть даже не одну. То есть вот здесь у нас какой-то код, где мы ждем потенциально какой-то вот косяк, ситуацию нестандартную. Далее идет блок except. У него есть необязательный параметр, то есть вот здесь мы можем указать тип, а можем его не указывать. Тогда это будет выглядеть вот таким вот образом. И здесь у нас с вами идет уже код, который будет выполняться в том случае, если вдруг у нас в блоке вот в этом try произошла какая-то ошибка, сработало какое-то исключение. Мы с вами за счет того, что указываем здесь вот тип, за счет того, что мы здесь указываем тип, можем обработать конкретный тип, но также мы можем обработать и несколько типов. То есть мы можем здесь вот сделать с вами тип 1, и вот здесь вот второй блок сделать тип 2. Это на самом деле очень полезно, это на самом деле очень важно, и мы можем таким образом предусмотреть, как решить ситуацию в том или ином случае. Чуть подробнее я расскажу это попозже. Блок else. Этот блок выполняется в том случае, когда блок try отработал без срабатывания исключений.
То есть все у нас замечательно. И здесь у нас ничего плохого не произошло. В try мы попадаем вот сюда. Такая конструкция, кстати, может быть очень полезна, если вдруг у нас нужно сделать какой-то запрос, допустим, к базе после успешного подключения. То есть здесь мы, допустим, делаем подключение к базе, а здесь мы понимаем, что все хорошо, и можем сделать уже какой-то там запросик. Вот. Блок finally. Этот блок выполняется всегда, независимо от того, что происходит в других блоках. Это может быть очень полезно, когда вы хотите освободить, допустим, ресурсы после выполнения подключения к базе, либо закрыть открытый файл. То есть, вот, допустим, в блоке try мы с вами будем открывать файл, это будет в следующих уроках. А вот здесь мы хотим его закрыть, так как этот код выполнится в любом случае. Даже если мы вдруг его тут открыли, накосячили, что-то там сделали, не надо обратно отдать этот файл. Что хочется отметить? Отметить хочу то, что блок else и блок finally на самом деле не обязательны. То есть наш код может содержать всего лишь, допустим, 2 блока или там несколько вот таких вот, несколько эксептов и один try, но вот эти вот блоки, которые я вам сказал, else и finally, не обязательны. И это по вашему желанию, если вдруг вы хотите как-то вот вообще просто сделать супер-пупер свой код и предусмотреть вообще все, что возможно и даже невозможно. Как я уже говорил выше, блок except позволяет нам указать тип ошибки. То есть вот он наш тип, который можем указать, которую ошибку мы хотим перехватить. Давайте рассмотрим, какие же типы нам доступны и как мы можем применить это дело на практике. Начнем с самого пугающего и прекрасного. Это со списка типа ошибок, которые вы можете перехватить в Python версии 3 и выше. Скажу сразу. Заучивать и запоминать это не надо. Со временем и практикой вы примените это в своих скриптах и запомните. А может быть, вам вообще это не пригодится, и вы спокойно будете жить, даже не зная, как дело происходит. Сейчас я пытаюсь вам продемонстрировать этот список. На самом деле он достаточно весомый. Вот, не пугайтесь. Вот так он выглядит. Здесь у нас есть различные эксепшены. Вот они тут записаны. Тут у нас есть почти на все случаи жизни. Ну, я не особо стал заморачиваться и переводить вам все это дело, поскольку действительно во время практики, во время всего остального вы потихонечку дело научитесь применять и поймете, какие из этих вот исключений вам на самом деле нужны. Вот так их тут такое вот количество. Я думаю, что пока нам это дело будет хватать за глаза. Мы рассмотрим, наверное, несколько, как минимум это type error, посмотрим, что такое value error, ну и все, в принципе, потихонечку с вами разберем. Вот такая вот у меня задумка. Так, давайте начнем с того, что рассмотрим один из типов. Возвращаясь к нашему примеру, который вызывал ошибку, это вот этот вот пример, который мы с вами уже рассмотрели. Давайте посмотрим, как можно вообще с этим быть. Можно смело сказать, что проблема эта весьма популярна. То есть мы достаточно часто можем сталкиваться с такой ситуацией, когда у нас возникает какой-нибудь там type error, value error и тому подобное. Если говорить об озвученном type error, то он возникнет в том случае, если мы попытаемся совершить манипуляцию с числами и, допустим, текстом. Ну, вот в нашем случае тут получается А плюс Б, где Б у нас текст, а у нас цифра. И поэтому как бы получается то, что мы это сделать не можем. Type error. Если возвращаться к той программе, которая у нас с вами была до этого, то есть когда мы вводили какой-то некий текст, это у нас ошибка будет называться уже, как мы с вами видели раньше, value error. И здесь ситуация совсем другая. То есть, если там мы с вами приблизительно понимали, что такое происходило, ну, то здесь мы, получается, не можем смело доверять данным, которые поступают в нашу программу. Ну и в том случае тоже данные могли поступать откуда угодно, поэтому нам нужно быть к этому готовы. Что нам нужно сделать? Наша задача, с учетом всех полученных знаний, которые мы с вами поняли, как устроены вот эти синтаксисы try exception, сделать нашу программу более безопасной, чтобы она не останавливалась, когда мы ввели что-то не то. Как же мы можем это с вами сделать?
Первое, что мы можем сделать, это, конечно же, взглянуть еще раз на наш синтаксис, позаимствовать отсюда слово try и понять, что здесь нужно сделать отступ в 4 пробела или таба, точно так же, как мы пишем во всех вот таких подобных блоках. Вот, это мы с вами сделали, и теперь наш блок, вот этот try, он как бы готов. Здесь у нас будет происходить магическая магия, еще раз вернемся к синтаксу. Это код, который потенциально может вызвать ошибку. А мы с вами знаем, что если вдруг какой-то плохой редиска человек сделает здесь вот некорректных данных, а введет текст, то наша программа, конечно же, упадет, и это будет плохо. Теперь мы должны добавить с вами обработку типа. Чего у нас здесь будет? В нашем случае у нас здесь должен происходить except, и мы можем с вами указать тип, а можем не указывать. Опять же, я говорил, что эта штука не обязательная, но на самом деле, если мы хотим вот гарантированно обрабатывать ошибку определенного типа, то, конечно же, здесь нужно указать какой-то тип. В нашем случае этот тип был value error. Давайте его сюда и поставим. В общем, вот такая штука у нас должна получиться. Если мы запустим наш скриптик, введем здесь текст, то вы увидите, что вывели не число. Я поздравляю, друзья, мы впервые с вами сделали обработку исключений. И вот такая у нас программка получилась. Еще одна ошибка, которая может подкрасться незаметно, это если мы слепо доверяем вводным входным данным и не проверяем их ни на что, то можем получить, конечно же, неожиданный результат. Давайте рассмотрим простой пример, когда у нас в нашей программке требуется сделать простую операцию. То есть, давайте тут все очищу сейчас, чтобы было попроще. Так, и запустим программу. Да. Еще раз смотрим, что наша программа делает. Наша программа требует ввести сначала одно число, потом второе число, а потом выводит значение, которое будет равно делению а на b. Давайте посмотрим, как это все дело отработает. Единственное, что, конечно... Ну, ладно, введем 1, 2 и получим 0,5. Как видите, все у нас хорошо. Если вдруг по какой-то причине у нас с вами произошло что-то невообразимое, и пользователь решил нас проверить, понятно, что тут может как-то сработать не так. Ну, так, давайте сделаем просто. Не будем акцентировать внимание на то, что здесь у нас вводится. То есть, как в предыдущем примере, мы не будем проверять, действительно ли у нас тут числа или не числа, а просто, ну, как бы будем верить в то, что наш пользователь гений, и он все понимает, что не надо тут вводить ничего. Он такой добропорядочный человек, решил вводить только числа. Это мы вот отступление с вами допустили, но он все-таки решил немножко схалтурить, немножко подшутить над нами, и случайно, а может быть и не случайно, он ввел второе число в виде нуля. То есть он здесь ввел единицу, а здесь он ввел 0. И в нашем случае мы ловим вот такую вот ошибку, которая называется Zero Division Error. То есть получается, что деление на 0, которое нафиг нам запрещено. Что мы должны сделать в этом случае? Мы должны вспомнить, как устроен синтаксис конструкции try except. И в очередной раз обратиться к этой конструкции. Мы берем опять же try и добавляем его впереди. Так, стоп. Впереди, прилепили. Теперь все это дело, давайте сразу отступлю, вот так. И здесь у нас с вами должен, конечно же, случиться второй блок, который except. И пускай он будет вот такой. То есть вот так вот мы его сделали. Теперь что? Тип. Какой тип? Мы уже с вами видели, что здесь вот такой вот тип, поэтому мы можем смело его сюда и вставить. Что нам еще нужно? Нам нужно еще какое-нибудь сообщение вывести, что мы с вами молодцы и зачем-то делим на 0. Теперь проверяем, как наша программа работает. Мы ее запускаем, вводим число 1, второе число вводим 0 и получаем, что делить на 0 нельзя. Но если вдруг мы захотим быть вообще красавчиками и совместим обработку предыдущей ошибки с той, которая у нас уже сейчас обрабатывается, то получим еще более подготовленную программу. То есть, как я и говорил, здесь мы пока не проверяли целенаправленно, что вводит наш суперпользователь, но он мог накосячить и здесь ввести текст. И если мы с вами это сделаем, то смотрите, что получится. Здесь мы, допустим, 1, а здесь мы какой-то вот такой, и получается, что у нас value error. Смотрите, что мы можем сделать. Мы можем здесь добавить еще один except. То есть мы пишем вот так вот, указываем наш тип,
И делаем здесь вот магическую магию. Допустим, мы напишем, что мы напишем? Что мы ввели не число. Притом, ну, последовательность обработки этих блоков, как понятное дело, вот так. Но на самом деле, если сработал у вас value error, то он value error и будет. Вряд ли у вас работает вот, zero division error раньше, чем, блин, этот. Давайте запустим нашу программу. Убедимся, что все у нас хорошо. Вводим 1, тут вводим текст и видим, что мы ввели не число. То есть в нашем случае получилась программа, которая содержит один блок try и два блока... Так, один блок try и два блока exception. Благодаря такому мы обрабатываем сразу две ошибки с вами. То есть мы можем предусмотреть и вывести сообщение о том, что наш пользователь хитроумный и решил делить на 0. И можем также вывести сообщение о том, что он очень умный и зачем-то вводит нам не число. То есть это может быть, конечно, сработано и здесь, и там. То есть если вдруг ввелось не число, то все вот так у нас отработает. Опять же, это можно каким-то образом там закинуть в while, бесконечно все это дело проверять, и это тоже очень может быть полезно. При работе со списками я показывал пример обращения к элементу, которого нет. Вы, наверное, это помните. Такое может случиться в самый неподходящий момент, например, при получении из какого-то источника данных, в которой было, допустим, 5 столбцов, а стало почему-то 3. Ну, то есть мы как бы получили какой-нибудь там список, который раньше всегда имел 5 элементов, а теперь почему-то их стало 3. Давайте рассмотрим простой пример. Допустим, это будет выглядеть как-то вот так. Ну, это я вам просто показал, что такие данные там в нем. Но на самом деле RAW мы могли получить из базы, из файла, из космоса, не знаю, из каких-то других источников. И вот мы привыкли, что всегда существовал элемент с 5 индексом. И если вдруг мы с вами, так, уберем лишнюю скобку и запустим нашу программу, то мы получим приз. Наверное, автомобиль, да? Да, конечно, мы получили индекс error. И если раньше мы с вами просто смирялись с тем, что возникла ошибка, то теперь, получив новые знания, мы должны это предусмотреть. И получится у нас с вами, опять же, как я говорил, что-то подобное. Давайте я сейчас сразу приведу пример, как это все дело у нас обработается. Вот здесь мы уберем лишнюю скобку, потому что я зачем-то их люблю расставлять. Запустим нашу программу и убедимся, что программа не упала, а просто написала, что элемент не найден. Это более гуманная на самом деле обработка на тот случай, когда действительно у нас по какому-то непонятному случаю элемент с определенным индексом не найден. В этом примере мы с вами рассмотрели списки, но настала очередь и словарей. Насколько вы помните, там мы обращаемся к элементам при помощи ключа, и ключ тоже может быть задан неверно. Что же мы получим в этом случае? Давайте какой-то примерчик в один простой возьмем. Опять вот такой, который я тут зачем-то с лишней скобкой сделал. Есть у нас простецкий словарь, который называется dict1. Содержит он ключ значения, вот такие вот у нас перечисленные. И содержит у нас программа вывод какого-то определенного элемента. Пускай это будет вот элемента с ключом E. Если мы запустим программу, то мы, наверное, получим то, что у нас и должно было быть. То есть мы получили key-error. Никакого ключа E у нас нету. И это значит очень плохо на самом деле. Нам необходимо сделать нашу программу более стабильной. И в качестве бонуса, наверное, давайте попробуем задействовать блок finally. Вот этот вот блок, который я сказал, что не обязательный, но в нашем случае это будет интересно посмотреть. Чтобы вас долго не мучить, я сразу приведу какой-нибудь кусочек кода. Так, есть у нас тут нет кусочка кода. Давайте вот так. И здесь мы, допустим, должны будем выводить вот это убрать. Так, вот теперь он выглядит красиво. Что у нас здесь в программе есть? У нас есть блок try, который должен содержать код, который мы хотим проверить. У нас есть блок except, который будет отрабатывать key-error, и блок finally, который будет выполняться в любом случае. Давайте вот так я его разделю, чтобы вам было более понятно. Опять же, у нас есть та же старая программа, которая у нас вызывала ошибку. Это некий словарь. Опять же, мы его получили, может быть, из космоса, из базы, из файла, из, не знаю, из какого-то любого источника, какой только возможно. И мы всегда в нем содержали E. Ну, давайте проще сделаем. Сделаем так. Пускай здесь будет не E, допустим, а, не знаю, день. Вот каждый раз в нашем словаре приходил день.
То есть какой сегодня день? Мы могли узнать по вот этому «е». И чтобы вам было еще проще понятно, вот здесь мы должны были с вами получить день, который там где-то происходил, где-то что-то, не знаю, предоставлял нам. Но почему-то сегодня в наш словарь день вообще никак не передался. Кто-то забыл его передать, или какая-то там забоила программка, что-то случилось, и все пошло не так, как надо. Поэтому мы с вами делаем вот это. Мы для пущей уверенности добавляем с вами except key-error. В нем мы записываем значение, которое будет присвоено в том случае, если вдруг мы его не получили из словаря. И в любом случае мы с вами выводим какой-то результат. То есть, если до этого мы с вами писали там элемент не найден, или там неправильно задано слово, или вы число не ввели, или что-то еще, то здесь мы в любом случае должны вывести какой-то результат. Опять же, этот пример достаточно такой выдуманный и, может быть, даже и не совсем реалистичный, но он имеет место быть. В вашем случае это могло бы быть заполнение каких-то данных, которые должны быть либо заданы, то есть мы откуда-то их получили, либо какие-то значения по умолчанию. Мы, конечно, здесь прикалываемся, пишем, что значение не найдено, но на самом деле здесь можно было там и 0 указать, и еще чего-то, если вдруг день не указан, либо, наоборот, задать его тем днем, который у нас сегодня. То есть вдруг какой-то вам, например, нужно выгрузить отчет, если вдруг пользователь указал какой день, то мы выгружаем его за какой-то определенный день. А если нет, то мы берем текущий. То есть вот таким вот образом можно было бы это дело отработать. Но, опять же, это весьма такое выдуманное. Давайте запустим. Запустим нашу программу. Убедимся, что значение элемента значение не найдено. Можем даже вот тут вот сократить вот так. Не найдено, не задано, можем написать. Что-то такое. То есть мы можем в любом случае как-то грамотно это все дело отрабатывать, перехватывать и подставлять туда, куда нам нужно. То есть мы можем спокойно сказать, что значение элемента не найдено. Если вдруг у нас здесь будет какой-то другой ключ, или давайте вот этот первый наш элемент будет с ключом date, то мы с вами получим, соответственно, значение элемента 1. Я думаю, что блок else вы тоже прекрасно понимаете, как работает. Мы его здесь рассматривать не будем. И на этом я предлагаю остановиться, ведь принцип перехвата исключений очень сильно похож. Подводя итоги, хочу отметить, что исключение — это мощная штука, которая позволит вам написать более качественный и надежный код. Мы можем отловить ошибки, связанные не только с индексами, ключами, незаданными переменными, но и возникающие при работе с базами, с файлами, с различными сетевыми операциями и многим-многим другим. В следующем уроке мы затронем как минимум один практический пример, который покажет, как исключения помогают нам справиться с очень важными вещами, и что исключения — это наши друзья и очень полезные штуки. Не забывайте подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Увидимся в следующих уроках.